церкви каялся в грехах, то, что прожил, пел в стихах, и обещался впредь попу класть табу, но если табу на жизнь класть, то на еду придется красть. Вот и приходится зеленому табу снимать. Крайне сурово, жизнь сквернослова. Любопытно, что в России, начиная с середины, точнее во второй половине 20 века, и в самом деле сформировалась некая субкультурная традиция местных шансонье, которых у нас почему-то, возможно, уже предчувствуя англоизацию, назвали бардами. Ну, имена их, безусловно, все знают. Акуджава, Галич, Высоцкий, и Бокудотр, как говорят французы, и так далее, и многие другие. Но самое интересное, что ни один из них, из наших так называемых бардов, не вписывается в тематику, кругозор, в глобальность такого французского явления, как Жорж Брассанс. Творчество Брассанса — это прежде всего поэзия. И поэзия настолько четко выверенная, настолько тщательно филигранно сделанная и настолько вписанная во всю поэтическую и шире во всю вербальную французскую культуру, восходящую к позднелатинским текстам вагантов и заканчивающуюся представителями уже авангарда 20 века Полинера, Элюара, Сьюпервилля и прочее, что аналогов, по сути дела, Жоржу Брассансу нет. Le polisson de la chanson. И тем не менее, на мой взгляд, творчество Брассанса чрезвычайно актуально не только во Франции, но и в России. В начале 20 века на волне спада интереса к символизму в России появилось поэтическое течение, которое его вдохновитель и автор манифестов Николай Степанович Гумилев назвал акмеизмом, от французского акме, то есть наивысший. Иными словами, он провозгласил это течение как наивысшую форму развития поэзии. И в своем манифесте он апеллировал к двум именам, как ни странно, французским. Одно из этих имен Франсуа Вийон, последний поэт Средневековья, великий завершатель готической традиции в поэзии, наследник поэзии вагантов и в то же время, по сути дела, первый поэт нового времени, первый поэт французского Ренессанса. А второе имя – это Теофиль Готье, неформальный глава французского поэтического объединения «Парнас», учитель и вдохновитель Шарля Бадлера. Так вот, что самое интересное, Жорж Брассанс, никогда не манифестировавший свое родство с кем бы то ни было, максимально близкими к себе поэтами считал и называл вот тех же самых Франсуа Вийона и Теофиля Готье. Третьим, ближайшим к Брассансу поэтом, был его великий земляк, родившийся в том же самом городе Сет, что и сам Брассанс, Поль Валери, великий поэт и философ, ученик Андре Берсона. Любопытно, что Брассанс не только неоднократно кидал в своих текстах омажи и Вийону, и Валери, и Готье, но даже, по сути дела, наступая на горло собственной песни, положил на музыку и исполнил одну из баллад Франсуа Вийона, балладу о дамах былых времен. Écho parlant qu'embrouillon mène dessus rivière ou sur étang, qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Où est la très sage Héloïse, pour qui châtré fut et puis moine, Pierres Bayard à Saint-Denis? Конечно, сходство между акмеистом и Брассансом может показаться формально, но самый важный элемент, говорящий о том, что все-таки это сходство действительно присутствует, это то, что поэзия Брассанса вырастает не только из непосредственных фактов жизни, чем грешат или, наоборот, радуют прочие французские шансонье и большинство французских поэтов. Творчество Брассанса одновременно черпает свои истории из реальной жизни, и здесь Брассанс просто рассказывает некие истории и анекдоты, которые случились с ним или его друзьями.
друзьями или его возлюбленными, но также при этом через лексику, ритмику, строфику, через музыкальную составляющую, наконец, через интонацию. Оно отсылает ко всей многовековой традиции французской поэзии и шире французской литературы, потому что тот же Франсуа Рабле, автор «Бессмертных» Гаргантюа и Пантагрюэля, также присутствует в текстах Брассанса и на полном основании, но там же присутствует и, скажем, Мишель Монтень, неоднократно упомянутый в том или ином контексте внутри брассансовых текстов. Там же присутствует и Шарль Бодлер, равно как и все проклятые поэты, шедшие за ним, Верлен, кстати, на стихи которого осенняя песня «Шансон d'automne». Je me souviens des jours anciens et je pleure et je m'en vais. Брассанс также сочинил песню и исполнял ее и Рембо, и, разумеется, Малярме, величайший актер французской поэзии. При всем при том, несмотря на то, что песни Брассанса — это прежде всего истории и баллады, и в меньшей степени просто лирические зарисовки, Брассанс, в отличие от прочих французских шансонье, достаточно вспомнить того же Гинзбура, который и снимался, и даже сам ставил фильмы, достаточно вспомнить Азнавура, который очень много ролей сыграл в кино, достаточно вспомнить очень-очень-очень многих французских певцов и исполнителей, которые отметились и очень ярко на ниве киноиндустрии. У Брассанса послужной список непосредственно актерский очень мало. Точнее, всего один фильм «Пор-де-Лева» «Сиреневые ворота». Фильм, где Брассанс, по сути, даже ничего и не играл. Он играл как бы себя. Qui ne t'est pas connu, entrez libre à n'importe qui dans ta ronde. Cœur d'artichaut, tu donnes une feuille à tout le monde. Jamais de mémoire d'homme moulin n'avait été autant fréquenté de Pierre à Paul, en passant par Jules et Félicien. Embrasse-les tous, Dieu reconnaîtra le sien. Passe-les tous par tes armes, passe-les tous par tes charmes, jusqu'à ce que l'un de les bras en croix tourne de l'œil dans tes bras, des grands optis. Его называют артистом, он наигрывает на гитаре, напевает, является другом главного героя этого фильма, снятого великим Рене Клером, любит кошек, что, собственно говоря, Брассанс сделал и в жизни. Ну и, наконец, запомнился по махонькому диалогу в этом фильме, когда его напарник, где главный герой фильма, спрашивает: «А что ты больше всего любишь на свете?» Брассанс в неподражаемом французско-кошачьем, мурчащем ключе отвечает «фуагра», что, в общем-то, делает честь Брассансу, ибо действительно, наверное, нету более славного, более великолепного, более вкусного продукта во всей французской гастрономии, нежели пресловутая фуагра, пâté de foie gras. Passe-les tous par tes armes, passe-les tous par tes charmes, jusqu'à ce que l'un de les bras en croix tourne de l'œil dans tes bras. Впрочем, ни одной фуагра жив и славен французский дух в творчестве Брассанса. Безусловно, многочисленные упоминания о вине и пастис, многочисленные упоминания о любимой трубочке, куда же без нее и каков же бы был облик Брассанса без вечной трубки. Сама внешность его, вьющиеся волосы, карие глаза и пышные свисающие усы, типично гальские усы. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais... Один из столпов французской историографии, Жак Легоф, один из основателей школы аналог, читая лекцию в Сорбонне, рассказывал о Карле Великом, знаменитом Шарлемане, вожде франков, который основал династию каролингов и Австразийскую империю, которая тогда еще по факту не была Францией, конечно, да и сам Карл Великий
Луис был скорее родоплеменным вождем германцев, нежели французов в современном смысле, и уж галлом-то он точно не был. Но, тем не менее, изображения этого самого Шарлеманя или Карлоса Магнуса, они, как правило, изображали человека с густой бородой и усами, и даже в старофранцузском эпосе «Песня о Роланде», где фигурирует могучий Карл седобородый вождь. Так вот, суть-то в том, что реальный Шарлемань, Карлос Магнус, никогда не носил бороды. Он как раз имел вот эти самые длинные висячие усы. И Жак Легоф с кафедры Сорбонны, описывая облик Шарлеманя, Карла Великого, легендарного прародителя будущей французской государственности, это как для славян Рюрик, для Руси Рюрик, так и для французов тоже пришлый человек Карлос Магнус Шарлемань, новоположник нынешней государственности, человек, который дал первый юридический кодекс. Так вот, Жак Легоф, описывая внешность Шарлеманя, говорит: он был похож на Жоржа Брассанса. Представьте себе Брассанса, вот примерно так и выглядел великий Карл. О чем это говорит? О том, что именно Жорж Брассанс есть максимальная концентрация всего французского, такой наследный принц франков, французов, галлов, максимальная концентрация французского духа. Non, certes, elle n'est pas bâtie. Non, certes, elle n'est pas bâtie. Sur du sable, sa dynastie. Sur du sable, sa dynastie. Il y a peu de chances qu'on détrône le roi des cons. Разумеется, записи Жоржа Брассанса, который начал исполнять песни еще в конце 40-х, доходили до России. В России всегда любили французскую культуру, французскую эстраду, французский шансон. Поэтому пение Брассанса, безусловно, откладывалось в умах и душах русских людей, но, разумеется, прежде всего, того, что называется интеллигенцией. И не случайно ранние опусы того же Окуджавы очень сильно напоминают, даже не столько по музыкальной или вербальной, не по стихосложению, а именно по интонации песни Брассанса. Вот эта вот афористичность, это умение простыми, максимально простыми словами рассказать некую историю, обыграть некий факт, рассказать некий анекдот, в котором есть и юмор, и сатира, и даже трагедия. Это, конечно, влияние Брассанса, вольное или невольное. Для Франции Брассанс не сказать, что то же самое, что для англичан Шекспир, но, тем не менее, в какой-то степени таки да, потому что чрезвычайное количество оборотов, запущенных Брассансом в свои песни, превратилось в устойчивые смыслоблоки, стало частью французского языка. Что порнографы, дю фонографы. И чтобы понять реальных французов, безусловно, мало просто знать французскую историю или французский язык, необходимо знать, что французскость, гальский дух, заявленный в феномене Брассанса, он проявлялся во всем, в его отношениях к женщинам. Он ни в песнях, ни в жизни никогда не употреблял слово «жена», по-французски «épouse». Он всегда пел, говорил и писал «femme», «ma femme», «моя женщина». Он действительно не был ни разу женат, хотя всю жизнь прожил с одной женщиной, был ей абсолютно верен и написал о ней песню «Кукла», «La pute», может быть, самую глубокую, самый глубокий даже не песня, самый глубокий поэтический текст о женской психологии глазами любящего мужчины. Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit. Помимо поэзии и музыки, еще одной великой страстью Брассанса, это уже было упомянуто, были кошки. Он сам был немного похож на кота, и на некоторых пластинках он даже изображен в виде кота. И в фильме, уже упомянутом «Пор де Лела», он любит котов.
И он действительно их просто обожал. C'est pas tous les jours qu'elle rigole, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elle rigole. Car même avec des pieds de grue, car même avec des pieds de grue, faire les 100 pas le long des rues, faire les 100 pas le long des rues, c'est fatigant pour les qui bordent. Отдельный разговор – это стилистика, как музыкальная, так и поэтическое его творчество. С одной стороны, это кажется просто классический французский шансон, который во Франции существует столько, сколько существует сама Франция. В конце концов, баллады Франсуа Вийона – это тоже позднесредневековые шансоны. И, скажем, достаточно известный в России поэт Пьер-Жан Беранже – это тоже шансоны. И знаменитый поэт-песенник, шансонье, выступавший в свое время в Мулен Руж и увековеченный на картинах и плакатах работы Тулус-Лотрека Аристид Гран – это тоже французский шансон, хотя он также считается достаточно известным и интересным поэтом. Но в шансоне Брассанса, в его песнях, присутствуют элементы разных стилей и разных эпох. Опять-таки, повторюсь, и в музыке, и в еще большей степени в текстах. Он не чужд барокко. Характерные повторы, завитушки, напоминающие скульптурные листья аканта. Он не чужд классицизму, его стихи стради, а рифмы точны. Он не чужд модернизму. Порою точность рифм и ритма разбивается барабанной дробью, поминающей об экзерсисах того же Гийома Аполлинера. И, наконец, он не чужд глубинной метафизики, в которой прослеживается уже даже не французское, а итальянское начало. Я напомню, что матерью Жоржа Брассанса была итальянка. И приверженность Италии, любовь к Италии он также пронес в своем сердце через всю жизнь. И в одном из лучших своих стихотворений «Просьбу похоронить на берегу моря в Сетте» он говорит об Италии как о родной сестре Франции и родной сестре его духа, соединяя ее с Испанией. С Испанией вообще еще более интересный момент. Дело в том, что Брассанс был чрезвычайно популярен в Испании. Брассанса часто и много переводили на испанский язык, и некоторые песни на испанском, в частности, «Моя репутация», одна из его визитных карточек, он исполнил на испанском языке. Alors cerné de près par les enterrements, j'ai cru bon de remettre à jour mon testament, de me payer un codicille. Trempe dans l'encre bleue du golfe du Lion, trempe, trempe ta plume, ô mon vieux tabellion, et de ta plus belle écriture. Note ce qu'il faudrait qu'il advint de mon corps lorsque mon âme et lui ne seront plus d'accord, que sur un seul point, la rupture. Quand mon âme aura pris son vol à l'horizon vers celle de Gavroche et de Mimi.